Я только создала очередной YouTube-канал, и первыми набежали фанатики Гамадрила Люси с методичкой в руках. Одни и те же заученные фразы: «Ты завидуешь. Поэтому у тебя так мало подписчиков, а ты сама воспитай обезьяну». У меня к вам вопрос: а чему завидовать я должна? На одном из моих англоязычных каналов более 2 миллионов подписчиков. Естественно, я вам даже не буду его показывать, потому что поклонницам Люси и Алексагиной там делать нечего. В детстве я жила в Киеве, мои родители лично были знакомы с Ольгой Ивановной, тещей Зубкова. С 2000 года я с родителями живу в США, мой отец – ветеринар, а мать – детский хирург. В Америке я выучилась на зоолога и экономиста. Наша семья содержит приют для бездомных кошек и собак. Я знаю, что такое лечить и содержать животных. 4 и 5 ноября Зубков присутствовал на выставке ВДНХ в Москве в качестве амбассадора Крыма. Фанатики Зубкова, ответите на простой вопрос, что от Крыма представлял Зубков и что он вообще сделал для полуострова и людей, живущих там. Я уже слышу, как вы орете дружным хором, что он построил великолепные парки для людей. Зубков делает все для личного обогащения и только. Нет никаких скидок для пенсионеров и инвалидов, никаких образовательных программ для детей и школьников, нет скидок для крымчан. Согласно официальным данным за 2022 год, Зубков выплатил на зарплату 25 своим работникам 6 миллионов 600 тысяч рублей. Разделим их на 12 месяцев и на 25 человек, получим зарплату 22 тысячи рублей в месяц на одного человека. По-вашему, это достойная зарплата для человека, который выполняет такую сложную, а порой и опасную работу? Поэтому у Зубкова никто не хочет работать, а те, кто работают, вынуждены на это идти, потому что им либо негде жить, либо они одиноки, либо проблемы в личной жизни. Билеты в парк можно купить только за наличные деньги, для этого он перед входом и на территории парка установил банкоматы. Нетрудно понять, что это сделано для того, чтобы не платить все налоги, как это делают другие предприниматели. Зубков не стерилизует своих животных, чтобы они продолжали рожать, а новорожденные хищники сначала отправляются в фотозону, где также ему приносят прибыль, а затем продаются на органы, либо шкуры, потому что циркам нет нужды приобретать такое количество хищников. Зубков застрелил 30 медведей не потому, что он не мог их прокормить, а потому что он их собирал именно для этой цели, чтобы продолжать пополнять свои офшоры за границей. То, что он этим занимается, подтверждает слитая переписка из электронной почты. Что касается меня, то я счастливый человек. У меня прекрасная семья, у меня есть, благодаря местным гоблинам, сегодня уже бизнес за границей. Я вывел часть активов своих, которые предназначались для развития моих парков, строительства новых парков в Крыму. Сегодня я успешный предприниматель и зарегистрированный в налоговых институциях и правовых в Португалии, чего я не скрываю. У меня есть все, что нужно у олигарха сегодня. Вертолеты, самолеты, я не знаю, там машины, счета, эти самые виллы и даже бизнес, действующий там, в том числе и строительный и так далее. За меня никто пусть не переживает. Вы говорите, что он спасает животных из зоопарков Донецкой области, Мариуполя и Херсонской области. Эти животные для Зубкова – свежая кровь для размножения, чтобы снова реализовать новое потомство. Он не заплатил владельцам зоопарков ни копейки, а снова за счет вас, идиотов, организовал сборы. Фанатики снова в очередной раз оплатили бизнес Зубкова, построенного на реализации шкур и органов животных. Корма для животных, которые продаются в парке, это списанные и утилизированные продукты с истекшим сроком годности. И вы снова за них платите и травите животных просроченными продуктами. Зубков прямо говорит, что он ведет свой бизнес за границей, что увез уже туда часть животных, имеет там счета и недвижимость. Блогеры, которые ввязываются в раздутые конфликты с так называемыми хейтерами Тайгана, попадают под многотысячные иски за клевету и оскорбления. Помог ли Зубков хоть одному из этих блогеров? Нет, ему важно, чтобы продолжали покупать билеты в парк, чтобы интерес и искусственно созданные конфликты продолжались. И это все хорошо.
Это все хорошо, прекрасно. Вот плохо, когда вы не будете обо мне писать всякие гадости там и обо мне забудут. Вот тогда я точно уже умру физически. Мне все равно, зачем и по какому поводу придут посетители парка Тайган или зоопарка Сказка в мои парки. И надо признаться, что у него и его верный и преданный Олег Сагиной это успешно получается, стоит только почитать их комментарии. Олег Сагина собрала на своих каналах самых тупых зрителей, не умеющих думать и анализировать. Вообще такую ситуацию в России, представляете? Чтобы предприниматель говорит, я на 500 000 евро даю больше. Говорит, нет, я поговорю, все будет хорошо. Да. Есть фотография с этим прекрасным человеком. Он сказал и сделал. Я сегодня единый акционер этого аквапарка, в котором заключил договор. Меня там нет, а там строится аквапарк по утвержденной схеме. Там строятся дома по тем сметам, которые я утвердил, будучи там буквально с двух-трехдневным визитом. Это удивительные страны. Вообще за пределами России очень много примеров, когда все, знаете, ну, я после этого кошмара все, мне иногда хочется ущипнуть себя. Разрешение получить на какое-то строительство вообще неимоверная штука в моем этом самом. Поэтому я все строю самовольно, потом через какие-то суды оформляю, доказывая, что это не подлежит сносу и так далее. Но все по-другому в цивилизованном мире. И сегодня вот ситуация была доведена до такого, что огромную часть своих активов, которые были предназначены на строительство парка медведей, парка тигров, зоопарка Солнышко в Евпатории, Колизея и многих моих других проектов, просто выведено официальным путем. Это деньги очищены от налогов, это деньги официально переведены туда. Я их вложил в жилищное строительство. Я приезжаю, смотрю со своей квартиры, которая на берегу океана, 600 квадратных метров, которую купил у друзей. Просто приехал, мне горе было. Я говорю, там чморят. Я говорю, тоже, давайте я выкуплю эту. Негры строят мой дом там на 15 этих квартир там. Квартиры эти без меня продаются за 5% по договору, заключенным с какой-то фирмой. Все работает. Вы по-прежнему считаете, что Зубков – это патриот и человек, достойный быть представителем Крыма? Адекватных людей я прошу распространять мои видео и подписываться на канал. Мне еще много есть, что вам рассказать.